Животные часто становятся полноценными членами семьи, которые любят нас не за что-то, а просто так, каждый день дарят позитивные эмоции, учат заботе. И это, несмотря на то, что некоторым кошкам и собакам пришлось пережить предательство близких и лишение. Эта история произошла 2 года назад, летом. Наталья с семьей собирались в отпуск. Двухлетнего пса Тошку решили оставить у друзей в загородном доме. Тошка был маленький, шебутной и от одного вида поводка сходил с ума, начинал прыгать, носиться по коридору, сметая все вокруг. Безумно радовался прогулкам, рвался бегать. В этот момент его было очень сложно усмирить. По словам Натальи, в день вылета муж с другом кое-как посадили Тошку в машину и повезли. По дороге остановились покурить, а переднюю дверь не закрыли. Через нее пес выскочил из салона и удрал в лес. Ждать его возвращения было некогда, время поджимало. Мужики завели машину и уехали. А пес остался один в лесу. Наталья говорит, ей было жалко щенка до слез, но муж обнадежил. Деревня недалеко, Тошка выйдет к людям, и его кто-нибудь приютит. А после отпуска они вернутся за ним. Вернувшись домой, Наталья с сыном поехали искать любимца. Проехали тем же путем, что муж перед отпуском. Безуспешно. Расклеили листовки по деревне, тоже никаких результатов. Через 2 месяца семья отчаялась и прекратила поиски. На фоне этой истории отношения между супругами разладились. А вскоре пара и вовсе подала на развод. Осенью класс, где учится сын Натальи, готовился к экскурсии в приют Хатика. На объявлении о поездке были фотографии животных, живущих там. Среди лохматых мордах мальчик узнал знакомую, черного пса на картинке звали Микки, но он был очень похож на пропавшего Тошку. Ребенок не поверил своим глазам и решил убедиться, показав коллаж маме. Увидев фото, Наталья не смогла сдержать слез. Через учителей нашла номер приюта и тут же договорилась о визите. О долгожданной встрече с любимцем женщина до сих пор рассказывает с дрожью в голосе. Я упала на колени перед ним, ревела, пес визжал от радости, это просто не передать. Прыгал на меня, на сына, облизывал нас. Я внучку взяла, он и ее облизывал. Всех вспомнил. Домой, домой, вспоминает Наталья. Тошка рвался в машину и уже даже без поводка сел, сидел, как культурный, чтобы его домой увезли. Привезли мы его, накупали, он покушал и вырубился на нашей большой кровати, как он любил раньше делать. На этом чудеса в доме не закончились. Вместе с возвращением Тошки семья воссоединилась. Наталья с супругом простили друг другу обиды, а пес простил их за тот поступок. Тошка безумно любит мужа, даже больше, чем меня. Они вместе и спят, и купаются, и он чешет его, и гуляют они вместе. Друзья, не разлей вода, говорит Наталья. Я вам скажу еще такую вещь, как-то муж обмолвился, вот найдешь Тошку, и я домой вернусь. Так оно и вышло. Тошка неделю жил на загородной трассе, голодный и напуганный. Успел заболеть пироплазмозом. Это опасное кровепаразитарное заболевание, передающееся с укусом клещей. Иногда его подкармливали неравнодушные люди. Кто-то из них и попросил помощи для малыша в приюте Хатика. Владелица приюта Екатерина Ковалишина назвала найденыша Микки. В детстве у нее была собака с этой же кличкой и один похожая на нового подопечного. В этой истории понятно одно – это судьба. Тошика могли раздавить машины. Тошик мог попасть не в наш приют, а попал именно к нам, отмечают в приюте Хатика. На коллажах был именно он, хотя в приюте еще 120 собак, и выбор мог упасть на кого-то другого. Школьники просто элементарно могли не спланировать к нам поездку. Здесь могло быть много против, но все сложилось вопреки. Сейчас Тошка живет в заботе и любви. От любого громкого звука на прогулке, например, взрыва салюта, он бежит к хозяевам, больше от них не удирает. Мой пес научил меня верности, отмечает Наталья. А мужу показал, что даже такие поступки прощаются, муж же забыл его, не подождал, пока он нагуляется. История научила нас любви, верности, прощению. Нам, людям, далеко до собак, если честно. После этой истории мы стали добрее и мягче относиться друг к другу и поняли, что нужно быть более внимательными ко многим деталям.